Здравствуйте, друзья! В этом видеоролике я попробую вам продемонстрировать, как можно почистить и смазать электромеханические часы. Вот сейчас, как видите, я пытаюсь разобрать их на мелкие кусочки. Для начала нужно удалить электрическую часть часов, где расположен генератор и катушка, раскачивающая баланс, точнее маятник. Вот сейчас я удалил конусный штифт такой, который удерживает волосок, спираль баланса. Вытащил спираль. Сейчас откручиваю нижний камень, освобождаю баланс и удаляю его. Давно этим не занимался, поэтому многие движения несколько заторможены. Вообще этим приходится заниматься крайне редко, поэтому если профессионал будет смотреть на все эти операции, конечно, ему будет, скорее всего, смешно. А может, он и начнет нервничать. Это не очень глубокая разборка. Я удаляю только несколько шестеренок, от которых зависит легкость хода механизма. А удаляю для того, чтобы прочистить камни, то есть подшипники скольжения. Вот очищать я их буду с помощью бензина. Есть у меня немного бензина B70. Отлил капочку. Да, достаточно грамма или 2 граммов бензина. Так как эти часы очень давно не смазывались, а последний раз смазывались очень плохим маслом, застарелым, то я решил получше почистить все подшипники. Вот сделать это можно с помощью зубочистки остро отточенной, потому что просто так смыть остатки масла бывает сложно. Они могут там загустеть где-то, отвердеть. А вот деревянный брусочек все это удаляет. По-хорошему, конечно, вот эти вот отверстия нужно очищать с обратной стороны, но это слишком сложная разборка для этого потребуется. Вот сейчас прочищу камни. Это камни баланса. Это наиболее ответственные места, вот, где трение важную роль играет. Вернее, его отсутствие. Ну и остальные тоже подшипнички желательно промыть и прочистить. Хотя, как я писал в статье, иногда достаточно смазать даже поверх старой смазки. Хотя это, конечно, очень непрофессионально, но даже после этого часы могут начать работать. Вот вроде бы помыл все. А нет, вот тут надо еще промыть цапфы, прочистить хорошо. Если там где-то что-то все-таки зацепилось, и промыть вот этот механизм, не знаю, как он называется. В часах он обычно анкерным называется, но здесь вот такие вот дорожки бегущие, которые двигают такую шестереночку второпластовую.
Вот их тоже желательно промыть, потому что там могла накопиться пыль какая-нибудь, мусор какой-то. Вот эта второпластовая шестереночка, ее тоже желательно промыть тщательно. А просушить можно при помощи груши. Бензин вообще-то испаряется довольно медленно, а это ускоряет процесс. Иначе не просушить. Хотя можно, наверное, вытирать там какой-нибудь папиросной бумагой. Но вот эти вот самые ответственные места лучше, конечно, тканью не вытирать. А ткань я подкладываю, когда продуваю, чтобы не забрызгать стол бензином. Вот сейчас приступаем к смазке. Я использую в качестве дозатора самую маленькую отверточку. Хотя если смазывать какие-нибудь маленькие, мелкие наручные часы, то это будет, конечно, слишком крупный дозатор. Тогда можно изготовить дозатор из швейной иголки, из тоненькой. Сточить ее край на мелком наждачном круге в виде лопаточки и тоже дозировать масло. У профессиональных часовщиков есть специальные комплекты этих лопаточек разного размера. Но любитель обходится подручными средствами. Так, все смазали почти. Что-то я там забыл помыть шестеренки. Так, помоем шестереночки. Шестеренки тоже могли набрать пыли разной. Да, и там металл всякий отработанный может где-то накопиться. Лучше тоже их промыть. Во всяком случае, чем лучше произведена чистка, тем дольше часы будут ходить после очередной смазки. Задумался о чем-то. Ага. Что же это? Ага, вот я начал собирать механизм. Как вы поняли, я озвучиваю этот ролик уже после съемки. На верхней платине, на этой, есть стопорный механизм, который удерживает самую маленькую шестереночку второпластовую. Так вот, я его освободил, но недостаточно. Нужно было побольше отодвинуть эту пружину стопорного механизма, потому что вот во время сборки у меня она запала за эту шестереночку, и я не смог с первой попытки собрать механизм. Ну, так как я говорю, делаю это все очень редко и просто потерял сноровку.
Хотя по молодости когда-то занимался профилактикой даже наручных часов. Причем вполне успешно, так как мне так ни разу и не пришлось отдавать ни одни часы в ремонт. Все делал сам. Вот вроде бы удалось все-таки установить платину. Сейчас закреплю ее одним винтиком. Так, а вот теперь я возвращаю стопорный механизм на место. Крутится. Так, устанавливаем баланс. Тут нужно быть аккуратным, чтобы не помять цапфы, оси баланса. Потому что вот усилие вот этого винта, который удерживает нижний камень, оно очень велико и запросто можно сломать все что угодно, затягивая его. Сейчас вставляем волосок на место. Фиксируем волосок этим конусным штифтом. Там на волоске есть изгиб небольшой. Нужно проследить, чтобы он совпал как раз с местом крепления. Тогда не придется снова там регулировать волосок. Регулировать его положение в зазоре. И баланс легко раскачивается. Устанавливаем электронную плату. Сейчас можно проверить работу часов. Слегка качаем баланс и видим, что он вполне хорошо себе раскачивается. Вынимаем и снова вставляем батарейку, чтобы убедиться, что все хорошо работает. Спасибо за внимание.